Всем привет! Сегодня я буду первый раз в жизни пробовать хлопковую бумагу. Кто меня не знает, напомню, что у меня был большой 10-летний перерыв, сейчас я возвращаюсь. И если навык вернулся достаточно быстро, то вот с разными техниками и новыми материалами у меня возникли небольшие проблемки. Не то что проблемки, их просто стало сейчас настолько много, настолько разнообразно, что я немножко теряюсь. И, собственно говоря, пока я возвращалась в большое рисование, я отдавала предпочтение классической бумаге, целлюлоза, потому что это привычно для меня, что-то было, что-то понятное и привычное, в общем. Но я очень много слышала про хлопковую бумагу, про ее свойства, но я все как-то отнекивалась, думала, зачем она нужна. Нужна просто хорошая, качественная акварельная бумага, но потом сдалась, потому что я увидела много работ на хлопковой бумаге, где были очень красивые такие водянистые разводы акварельные. В общем, я поняла, что на целлюлозе этого не сделать, и нужно все-таки попробовать. Так вот, я приобрела себе хлопковую бумагу. Ну да, всего 70% здесь хлопка. 100% хлопковая бумага, она немножко стоит как крыло самолета. И вот этот вариант стал таким компромиссом совести, то есть я и хлопковую бумагу попробую, и это не будет стоить мне каких-то космических денег, если вдруг мне не понравится. Итак, у меня Palazzo премиум, бумага 70% хлопка, 200 грамм, 15 листов, ну в смысле плотность 215 листов, здесь даже стих есть, как видите. Бумага, конечно, немного тонковата, я все-таки за более плотную бумагу, где-то 250 минимум, но посмотрим, как оно на этой будет бумаге. Так что посмотрим, как вообще это все будет выглядеть. Я уже себе приготовила корги, потому что я в последнее время слишком много цветов рисую. Решила нарисовать собаку для разнообразия. Хочу как раз ее сделать по мокрому, то есть намочить весь лист и попробовать сделать ее пятнами. Посмотрим, как оно получится, как там расплывется, не расплывется, насколько будет быстро сохнуть. То есть я постараюсь вот как раз таки подметить про себя, как быстро она сохнет, потому что говорят о том, что хлопковая бумага дольше сохнет, на ней больше разливается акварельная краска. Собственно говоря, зачем нужна хлопковая бумага? Потому что если вы долго хотите работать на акварельной бумаге, лучше брать хлопок, потому что вроде как чище, лучше разливается, легче промывается. Ну, в общем, проверим сейчас эти варианты. Конечно, какой-то окончательный вариант я не смогу сказать, и только после какого-то определенного промежутка, я думаю, потом еще 100% хлопок куплю, но, по крайней мере, первое впечатление я вам расскажу. Все.
Итак, вот что у меня получилось, какой я могу подвести итог после того, как я попробовала первый раз хлопковую бумагу. Это что-то совершенно другое, очень сильно отличается по ощущениям от целлюлозы. В общем, можно, да, бесконечные заливки делать, переливки. Краска сама по себе так расходится иначе, чем на целлюлозе, чем на обычной бумаге. И, в общем, ощущения совершенно другие. Мне очень понравилось, я хочу продолжать, мне интересно дальше пробовать. Хочется что-нибудь такое пейзажное еще порисовать, посмотреть, как вода будет себя вести. Ну, вот такие оттенки воды, отражения. И в целом мне очень понравилось. Конечно, гораздо дольше сохнет, просто в разы, в 2-3 раза, мне кажется, дольше сохнет все это дело, потому что когда я делала первую лессировку, когда много налила воды, мне понадобилось минут 20 перерыва для того, чтобы оно хотя бы немного подсохло, чтобы я дальше смогла что-то делать, чтобы оно не так сильно расходилось. То есть, если вы хотите написать что-то по-мокрому, да, это то, что вам нужно. И, в принципе, да, для длительной работы, наверное, да, потому что хорошо вымывается, хорошо размывается. То есть, если вы что-то ляпнули, даже если оно подсохло, потом можно достаточно легко это все подразмыть. В принципе, мне понравилось, я хочу дальше пробовать, совершенно другое ощущение, совершенно по-другому работает краска, мне больше нравится, как она работает, хотя я слышала о том, что немножко подъедает цвет, то есть, в принципе, акварель грешит, не грешит, а это ее особенность того, что она светлеет, когда высыхает, и я слышала о том, что подсъедает больше хлопок, чем обычная бумага. Этого я не заметила. То есть я, в принципе, достаточно так пыльно пишу, поэтому для меня не было какой-то сильно большой разницы в этом всем. Пока советую, пока интересно. И сама вот эта папочка, фирма, мне кажется, за свои деньги очень даже хорошо. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.